Глава 496. Решение кризиса. Защитник леса Кинарий. Почти все забыли этого крупного персонажа. Силы Кинария не уступают пиковый эксперт леса Хаоса, и держава во главе с Кинарием была не слабой силой, которая может быть проигнорирована в лесе Хаоса. Только было слишком мало триантов, и они не двигаются сотни лет, они даже не имеют необходимости охранять какие-либо ресурсы. Таким образом, они были забыты, так как они были еще более сдержаны, чем эльфы. Теперь они внезапно появились. И ситуация теперь была совершенно другой. Трианты всегда были в пользу эльфов. Это был факт, который никто не мог отрицать. В конце концов, лесные эльфы и трианты имеют большое сходство. Все они рассматривали древнее древо жизни как божественный объект. Древнее древо жизни родило их предков и дало их предкам силу. С эльфийским королем в качестве лидера и добавлением к эльфам триантов, если они начнут сражаться, их шансы на победу будут невысокими, и это перерастет в долгосрочную битву. Это принесло бы пламя войны на весь лес, и как только лес будет наполнен пламенем войны, можно было легко представить себе последствия. Вечный лес стоял твердо на протяжении многих лет. Это, безусловно, оказывает влияние на жителей леса. Подумайте об этом, если бы было два соседа, один из которых свирепый тигр, который вторгался на территорию других, а другой мощный слон, который никогда не расширил свою территорию, кому бы вы помогли, если бы они начали сражаться? Нетрудно было догадаться. Если обе стороны имели силу, которая в равной степени соответствует, большинство из лесных племен и городов будут наниматься к вечному лесу. Это будет подавлять превосходство в силе этих трех держав, взрывной коготь сказал сквозь стиснутые зубы. Ты не боишься, что из-за этого редкая раса триантов исчезнет? Каждый триант может пожертвовать собой ради древнего древа жизни. Голос Кинария был медленным, но он имел твердость. Если хотите проверить решимость триантов, вы можете попробовать. Кинарий не шутил. На самом деле, трианты никогда не шутят. Трианты были очень серьезной расой, у них не было много эмоций и почти единодушный ум. Не говоря уже, что смысл древнего древа жизни для триантов даже превосходил лесных эльфов. Древнее древо жизни было отцом и богом триантов, эта ситуация зашла в тупик. Хорошо, так как появился Кинарий, который не показывался в течение 1000 лет, я дам вам лицо. Крыло смерти был первым, кто высказался: я поддерживаю независимость города чудес. Так как Крыло смерти сказал это, что могут взрывной коготь и громовая ярость сделать, они не собирались искренне поддерживать город чудес, они просто тянули время. До тех пор, пока древнее древо жизни не попадет в руки вечного леса, трем сторонам нечего бояться. Даже если бы трианты были сильны, их число было ограничено. Они должны были защищаться от лесных эльфов, а Гаста не был удовлетворен этим окончанием. Подводя итог, они не могли вернуть древнее древо жизни. Вместо этого они должны были поддержать независимость города чудес. Этот город, который даже нельзя назвать городом, эльфийский король Ланселот выступил перед Агаста, так как это так, эльфы согласны. Ваше Величество. Это лучший результат, эльфийский король подал знак Агасте глазами. Господин спикер не хотел бы видеть весь лес хаоса наполненным реками крови, не так ли? В самом деле. Это был лучший результат. Для остальных трех держав древнее древо жизни не попало бы в руки вечного леса, и там было еще место для обсуждения. Для эльфов, хотя древнее древо жизни не попало в их руки, имея транспортную башню, было ли эльфам трудно прийти в город чудес, не говоря уже о том, что Кинарий охранял город чудес. Трианты были близки к эльфам, и это тоже было шансом для эльфов. Если обе стороны сделают шаг назад, лес хаоса будет мирным. Если обе стороны начнут бороться до конца, обе стороны будут, возможно, уничтожены. Эльфийский король преследует еще одну цель. Он надеялся, что город чудес сможет изменить эльфов, так что наличие контакта не было хлопотным, а скорее необходимым. Хорошо. Громовая ярость посмотрел на Кинария. Так как это так, я прошу Кинария позаботиться о вещах должным образом. Я считаю, что трианты не нарушат договор. Кинарий медленно произнес голосом, наполненным силой и решимостью: с именем защитника леса, трианты соберут весь наш клан, чтобы сохранить нейтралитет города чудес и защитить положение городского лорда Чутеня в городе чудес. Будь то эльфы, драконы, титаны, бегемоты или любая другая раса леса, если они прямо или косвенно начнут движение против города чудес или древнего древа жизни, они станут врагами триантов. Трианты никогда не нарушат свое обещание. Не говоря уже о ком-то вроде Кинария. Это обещание было лучше любого контракта. Оно, по крайней мере, предотвратило бы попадание города чудес в руки эльфов. Так как возможное сражение было слишком внезапным, никто не был готов, так что это было лучшим решением. Ланселот, я надеюсь, что ты сможешь сдержать свое обещание. Прощайте. Крыло смерти, громовая ярость и взрывной коготь все быстро покинули город чудес.
Они знали, что они не были готовы в этот раз, и это соглашение было просто, чтобы потянуть время. Что же касается, как иметь дело с городом чудес и древним древом жизни, они должны были дополнительно рассмотреть это, члены Совета эльфов все имели темные лица. Люди города чудес имели странные выражения. В конце этого вопроса 4 гиганта не получил какие-либо преимущества, а слабый комитет чудотворной торговли выиграл больше всего. Этот вопрос был шокирующим для этих людей. Чёрт! Агаста мог только гневно проклясть: мы возвращаемся к Вечному лесу. Кроме эльфийского короля и его дочери, все остальные эльфы покинули город чудес. Это действительно было опасно. Чутянь пожал руку Кинарию. Она был наполнен радостью. Пережив эту катастрофу, он говорил со счастливой улыбкой: «К счастью, ты пришел вовремя, иначе положение этого городского лорда было бы в опасности». Древнее древо жизни является символом мира в истории. Кинарий своим голосом давал людям мирное чувство. Трианты приведут наш клан, чтобы защитить древнее древо жизни, а также право, которое ты заслуживаешь. Мэн Цинву была в недоумении. Достопочтенный лесной защитник, могу ли я спросить, сколько триантов придет охранять город чудес? Все. Трианты будут лишь следовать соглашению, мы не будем принимать приказы города чудес. Хотя город чудес не может отдавать приказы триантам, в горах вокруг города были десятки тысяч древен. Насколько сильной была оборонительная линия у города чудес? Будет ли город чудес все еще бояться вторжения? Если это была не одна из 4 крупных держав, город вряд ли подвергнется повторному нападению. «Молодая мисс Ин, почему вы все еще стоите в оцепенении?» Сказал Чутянь. «Почему вы не помогаете нашим благородным друзьям-триантам поселиться?» Да. Кинарий был самым сильным триантом, поэтому, естественно, его поместили в сад чудес. Мало того, что он мог защитить древнее древо жизни, не было необходимости уничтожать драгоценное сокровище. Что же касается других триантов, они были размещены снаружи и внутри города чудес, особенно в горной цепи вокруг города. Трианты могут находиться на одном месте на протяжении сотен лет и почти не двигаться, став оборонительным барьером вокруг города чудес. Если бы они работали вместе с радаром города, пришел ли противник с неба, земли или из-под земли, они не смогли бы скрыться и были бы немедленно уничтожены. Король эльфов привел Вивиан к Чутяню. Таким образом, в лесу хаоса не будет сил, которые могли бы поколебать твое положение городского лорда. Теперь ты можешь сидеть сложа руки и расслабиться. Это слишком преувеличено, я просто украл еду в хаосе. Королевский отец. Вивиан смотрела на эльфийского короля. Вы должны сделать еще кое-что. К чему такая спешка? Эльфийский король беспомощно покачал головой. Прежде чем небрежно сказать Чутяню, Вивиан сказала мне, что банк города чудес может предоставить услугу депозита. Более того, чем дольше хранятся деньги, тем выше процент. Вивиан быстро добавила: эльфы имеют много неиспользованных исходных камней, и вместо того, чтобы держать их в лесу, то лучше хранить их в банке чудес, чтобы заработать проценты. Хотя мой отец не может растрачивать их без обсуждения, но это не проблема для него, чтобы переместить их. Чутянь мгновенно понял смысл Вивиан. Эта девушка собиралась помочь решить финансовые проблемы города чудес. Неплохо. Сколько вы хотите хранить? Я обещаю, что вы не понесете потери. Давайте поместим 150 тысяч для начала. Вивиан приняла решение вместо отца. Мы поместим их на 1 год. Глаза Чутяня загорелись. Это действительно большой бизнес. Финансы города были близки к краху. Более 100 тысяч исходных камней были своевременным дождем. Это может решить неотложные вопросы. За весь год будет 50% годовых. Чутянь посмотрел на эльфийского короля и сказал: финансы города страдают прямо сейчас, это уже предел. 50% за 1 год. Король эльфов никогда не думал, что процент банка чудес будет таким высоким. Могут ли сэкономленные 150 тысяч стать 225 тысяч всего за год? Даже самые выдающиеся торговцы континента не могли этого достичь. Королю эльфов не нужно было ничего делать, он просто должен был хранить исходные камни в этом банке. Деньги и проценты не являются проблемой. Эльфийский король раскрыл улыбку с глубоким смыслом. Я могу даже хранить исходные камни без каких-либо процентов. Это был просто мясной пирог, который упал с неба. Чутянь увидел, что Вивиан тоже была удивлена. Он сразу же бдительно спросил: что вы хотите? Не нервничай. Эльфийский король покачал головой и сказал: я просто хочу купить умный мозг. Он даже знал об умном мозге. Этот парень действительно знал много о городе чудес. Чутянь подумал, что в городе чудес уже было 4-5 умных мозгов, и это не повлияет на город чудес, если бы один был отдан. 150 тысяч были важнее, и они должны были показать добрую волю эльфийскому королю. Хорошо, я согласен.
Трианты лично защищали город, а эльфийский король открыл большой депозит. Хорошие новости приходили одна за другой. Кризис безопасности города и финансовый кризис были решены в одно то же время. Будь то сестры Мэн, Нангун Юнь, Деларес или весь город чудес, все это было для них приятным сюрпризом. Это было благословение для города чудес пройти через это бедствие. Глава 497. Новое оружие. Город чудес не мог расслабиться из-за этого замаскированного благословения, так как три державы и эльфы не могли легко сдаться. В этой сложной ситуации они могли сотрудничать только с королем эльфов, чтобы стабилизировать эльфов, а также быстро развить военную силу города. Трианты не будут слушать приказы, поэтому город чудес должен был подготовить ужасающую военную мощь, которая напугала бы все силы в лесу. Город чудес не мог так скоро обучить пиковых экспертов, поэтому им пришлось разрабатывать новое оружие. Поэтому Чу Тянь и Мэн Цинву отправились в Великую Летнюю страну, чтобы понять ситуацию. На встречу с ними пришли высшие руководители Великой Летней страны секты Юнь Гоу Цинцу и Юнь Тиньхэ. Эти двое стариков были в настоящее время в царстве истинного духа, поэтому выглядели намного моложе. Чтобы иметь возможность увеличить свою силу в этом преклонном возрасте, одна часть успеха была из их многолетнего основания, а другая часть была из Комитета чудотворной торговли. Председатель, заместитель председателя, пожалуйста, смотрите. Это первый новый автоматизированный завод Комитета чудотворной торговли, управляемый умным мозгом. У обоих из них были голоса, наполненные гордостью, потому что эта фабрика имела большое значение для Комитета чудотворной торговли. Это был первый полностью автоматизированный завод Комитета чудотворной торговли, а также первый автоматизированный завод на континенте. В этот проект вложено много ресурсов и рабочей силы, но отдача того стоила. Гоу Цинцу пошел вперед, сказав Чутяню: «Мы создали новый метод производства для следующего поколения. Отныне для производства талисманов, снаряжения и продуктов не потребуются люди, и эти машины могут делать это самостоятельно. Простые вещи, такие как лампы изначальной энергии и горшки изначальной энергии, и такие сложные вещи, как сотовые телефоны или даже компьютеры изначальной энергии, теперь можно автоматически делать круглосуточно, если в них установлены основные компоненты». Чу Тянь и Мэн Цинву слушали, идя вперед. Весь завод не считался маленьким, с одновременным перемещением 200 комплектов оборудования. Их скорость была в несколько раз выше, чем у людей, что позволило Комитету чудотворной торговли приблизиться к 1000 человек с точки зрения производственной команды. Более того, они не ошибались, не уставали и не останавливались, работая с максимальной эффективностью каждую секунду. Что касается 1000 людей, освобожденных от работы в качестве рабочей силы, Комитет чудотворной торговли может привлечь больше людей к исследованиям и разработкам, образуя позитивный цикл. Чу Тянь спросил, сколько времени нужно, чтобы создать энергетическую матрицу. Благодаря контролю умного мозга и автоматической записи символов фабрика обладает очень высокой эффективностью, с которой люди не могут сравниться, с гордостью сказал Юнь Тиньхэ. Это может занять всего 1 день, о чем мы не смели и мечтать раньше. 1 день был еще слишком медленным. Но все должно было развиваться с постоянной скоростью. Мэн Цинву была очень довольна. Хотя скорость работы умного мозга ограничена, увеличение количества умных мозгов может восполнить ограничение личных способностей. Наш космический склад, транспортная система, финансовая система, система вооружений, производственная система и система добычи ресурсов — все это требует большого количества умных мозгов для управления ими. Умные мозги были действительно хорошей вещью. До того, как Чу Тянь изобрел эту вещь, Мэн Цинву не знала о его преимуществах. Теперь она чувствовала, что не может отделиться от умных них. Город чудес не может полагаться только на 0 и второе чудо, им нужно больше умных мозгов. Это место будет заводом по обработке компьютеров, только производящим суперкомпьютеры и не заботящимся ни о чем другом. Чу Тянь чувствовал, что этого недостаточно. Помимо этого, нам все еще нужно создавать еще более продвинутые фабрики. Через полгода в Великой Летней стране нужно создать 10, Алдману — 5, а городу чудес — 20. Двое стариков не могли не быть ошеломленными. Так много. Это основное требование, ответила Мэн Цинву вместо Чутяня. Производство — это поддержка процветания. Хотя в Комитете чудотворной торговли не так много денег, мы сэкономили немало ресурсов в течение года, и у нас достаточно ученых-карликов, поэтому нам не нужно беспокоиться о рабочей силе. Распределение ресурсов и рабочей силы — это самая важная вещь для нашей компании. Вы все можете напрямую отчитываться перед руководителем производственного отдела Мэн Ин. Гоу Цинцу и Юнь Тиньхэ кивнули. Давайте посмотрим на достижения в разработке оружия. Хорошо. Согласно чертежам председателя, вся исследовательская группа из 500 человек работала месяцами.
Затем с добавлением умного мозга, значительно увеличившим скорость наших исследований, было завершено создание первого поколения оружия ближнего боя, а также оборонительного оружия. Чутянь был немного удивлен. Давайте посмотрим. Гао Цинцу достал рукоять из черного металлического меча и похожий на него щит из черного металла. Чутянь и Мэн Цинву были высшим авторитетом в секте Юнь. Не было необходимости упоминать Чутяня, из нынешней секты Юнь большинство основных технологий исходило от него. Мэн Цинву также была непростой. Она обладала мощной способностью к обучению и запоминанию, что позволяло ей овладеть технологиями лучше, чем любой ученый секты Юнь. Это энергетический меч и энергетический щит. Комитет чудотворной торговли всегда был сосредоточен на оборудовании изначальной энергии, поэтому они не были незнакомы с этим. Оружие изначальной энергии Комитета чудотворной торговли было главным образом оружием дальнего действия, и им не хватало боевого оружия ближнего боя. Этот энергетический меч и энергетический щит восполнили этот недостаток. Конечно, по сравнению с обычным оружием изначальной энергии, это оборудование было более технологичным. Хотя Чутянь дал им основную технологию, потребовалось несколько месяцев, ресурсы, стоившие десятки тысяч исходных камней и тысячи неудач, прежде чем они добились успеха. Энергетический меч и энергетический щит используют белую энергию. Юнь Тиньхэ поднял меч и активировал массив. Появилась паутина энергии, и со слабым гудящим звуком луч света появился из рукояти меча. Свет не был ослепительным и выглядел очень красивым, но он излучал мощные и опасные энергетические волны. Собранная энергия светового меча в несколько раз сильнее энергии пушки изначальной энергии, поэтому он может легко пробиться сквозь духовного защитного барьера эксперта истинного духа. Таким образом, его летальность с близкого расстояния очень велика. Неплохо. Чутянь посмотрел на щит, как выглядит энергетический щит. Мэн Цинву в сравнении уделяла больше внимания энергетическому щиту. Энергетический меч просто использовался для ближнего боя, но энергетический щит был другим. Если бы Комитет чудотворной торговли мог усовершенствовать технологию энергетического щита, было бы много мест, где они могли бы его использовать. Он не только используется для защиты людей, он также может защищать пушки изначальной энергии и ракетные пусковые установки, даже для защиты дирижаблей, линкоров и городов. Юнь Тиньхэ положил щит на левую руку и активировал энергию. БЗЗ. Полукруглая энергия появилась из канавки в ручном щите, которая могла покрыть 2/3 тела. Свет был не так собран, как у энергетического меча, скорее он тек как вода. Текущий энергетический щит также использует белую энергию, генерируя большое количество силы отталкивания, используя энергию, способную отражать физические и энергетические атаки. Таким образом, энергия собирается вместе и будет ослабевать с каждой атакой. Когда он достигает полной энергии, он сможет блокировать одну атаку от культиватора Духа Земли. У Мэн Цинву загорелись глаза. Настолько сильный, если бы нормальные солдаты могли противостоять атаке культиваторов Духа Земли, даже если это было всего один раз, боевая сила всей армии увеличилась бы очень сильно. Хотя было слишком жаль. Если бы это оружие было изготовлено раньше, их потери не были бы такими серьезными в войне. Но так как они уже преуспели в его производстве, не смогут ли они массово производить его в будущем, Чутянь с удовлетворением кивнул. Наша технология энергетического оборудования развивается, теперь мы можем создавать боевое оружие более высокого уровня. Мэн Цинву сжала брови, военное оружие еще более высокого уровня. Чутянь сказал, дирижабли слишком слабые, я чувствую, что у нас есть возможность сделать оборудование более высокого уровня. Кроме того, оно сможет содержать умный мозг, радар, ракеты, энергетическое оружие, энергетические щиты и т.д. Этот вид летательного аппарата будет истинным правителем неба. Люди были в шоке от этих слов. Умный мозг, радар, ракеты, энергетические пушки и даже новые щиты в сочетании с еще более продвинутым дирижаблем заставили людей задуматься об этом. Возможно, нескольких из них было бы достаточно, чтобы покорить маленькое королевство. Эти технологии развиваются каждый день, и я не думаю, что будет иметь слишком много проблем. Мэн Цинву закрыла глаза, чтобы обдумать это, прежде чем, наконец, покачала головой и сказала, но если мы разработаем этот вид сложного боевого оружия, даже с умным мозгом, это потребовало бы большого количества людей, ресурсов и усилий. У Комитета чудотворной торговли недостаточно людей, чтобы поддержать это, и у нас мало денег, поэтому время не подходит. Чутянь был немного смущен. Если мы добавим карликов, нам все еще не хватает людей. Хотя карликов много, они не работают на Комитет чудотворной торговли и не слишком хорошо разбираются в наших технологиях. Должно быть время обучения и адаптации. Не говоря уже о том, что в Комитете чудотворной торговли есть много исследовательских продуктов, и даже сильным исследователям карликов не хватает знаний в некоторых областях. Ресурсы и средства также были проблемой. Это было не так просто, как изготовление энергетических мечей и энергетических щитов.
Это было слишком поспешно. Когда Чутянь думал о том, как решить эту проблему, Вивиан неожиданно позвонила на его мобильный телефон. Она радостно закричала: «Исходные камни Вечного Леса уже есть на складе. Мой королевский отец и я в городе чудес. Где ты? Давай быстрее». Эльфийский король. Чутянь был полон мыслей. Ланселот был довольно мудрым королем. Он был полон решимости реформировать эльфов и не был полон решимости вернуть древнее древо жизни в Вечный Лес. Этот молодой король очень ясно знал, что если бы Вечный Лес получил древнее древо жизни, то был бы еще более долгий период изоляции. У эльфов не будет проблем, если они получат древнее древо жизни. Невозможно. Древнее древо жизни защитило бы эльфов и сделало бы эльфов еще более изолированными от мира. Такая изоляция в наше время была очень страшной. Духовные звери континента и люди развивались быстрыми темпами, а бывшие повелители эльфы постепенно деградировали каждый день. Если это не изменится, эльфы станут слабой расой всего за 10 тысяч лет. Эльфийский король хотел реформ, и город чудес был ключом. Почему город чудес не может использовать ресурсы Вечного Леса? У эльфов было больше экспертов, чем у карликов, и немногие в лесу могли сравниться с ресурсами, которые были у эльфов. Глава 498. Тесное сотрудничество. Исходные камни были выгружены. Вивиан лично провела инвентаризацию несколько раз, чтобы убедиться, что ни один камень не пропал, прежде чем бежать к Чутяню, чтобы сообщить: «Старший брат, пожалуйста, подтверди получение». Нет необходимости. «Вивиан, одна из нас, разве мы не можем на тебя положиться?» Сердце Вивиан было теплым, и она радостно сказала: «Конечно, я часть города чудес при жизни и призрак города чудес после смерти. Я не сделаю ничего плохого для нашего города, старший брат Чутянь может мне доверять». Эльфийский король не мог сдержать легкий кашель. Эта девушка уже забыла, из какой она расы. Запасы камней в банке чудес неожиданно увеличились более чем на 100 тысяч. Это покрыло бы все безнадежные долги и военные потери, стабилизируя финансовое положение города. Город чудес мог смело использовать эти деньги, Чутянь не боялся, что не сможет вернуть их через год. Эльфийский король работает гораздо быстрее, чем я себе представлял, поэтому я с радостью завершу сделку. Ин, покажи умный мозг. Мэн Ин поместила умный мозг перед эльфийским королем. Ваше Величество, эльфийский король — это недавно построенный умный мозг Комитета чудотворной торговли. Его производительность была немного улучшена, поскольку он способен выполнять 1 миллиард 300 миллионов процессов каждую секунду. Духовное тело обучаемо, оно может следовать приказам и самостоятельно учиться, но пока что только простым навыкам. Если в будущем возникнут какие-либо проблемы, которые необходимо устранить или вам необходимо будет увеличить скорость обработки, наш город чудес возьмет на себя ответственность и не возьмет плату за улучшение. Эта сделка была рентабельной. Десятки тысяч исходных камней были заработаны благодаря хранению исходных камней в банке чудес в течение года, и использование их для покупки умного мозга было огромным дефицитом. Это происходило потому, что благодаря существующей производственной линии Комитета чудотворной торговли и их фабрике, один умный мозг обходился им всего в несколько сотен исходных камней. Но это нельзя объяснить только этим. Что-то редкое всегда было дороже. Помимо города чудес, Вечный Лес был первым местом, где появится умный мозг, поэтому в будущем их управление будет намного проще. У эльфийского короля будет больше времени, чтобы потратить его на другие более важные дела. Исходные камни, хранящиеся в Вечном Лесу, все равно не имели смысла, Чутянь сказал: «Я тот, кто знает, как возвращать благодарность». Эльфийский король решил большую проблему для города чудес, поэтому город чудес хочет отблагодарить. Как насчет того, чтобы обсудить более тесный план сотрудничества с Вечным Лесом, заинтересованы ли эльфы? Какое лекарство принял этот парень? Ваше Величество, эльфийский король совершенно ясно понимает, что в Комитете чудотворной торговли есть много новых технологий, но нам не хватает ресурсов и мощности, из-за чего расширение Комитета чудотворной торговли в лесу хаоса будет ограничено. В сравнении с этим Вечный Лес обладает ресурсами, насчитывающими 10 тысяч лет, причем многие крупные лесные города оказывают большое влияние на лес хаоса, но не используют этот ресурс в полной мере. Эльфийский король посмотрел на него странным взглядом. «Ты имеешь в виду, мы должны работать вместе и помогать друг другу, разве это не поможет нам всем?» Чутянь не любил бить вокруг куста и прямо высказывал свои мысли. «Мы будем работать вместе, чтобы открыть лес. Я возьму свои технологии, а вы сможете предоставить рабочую силу и ресурсы, создавая общие выгоды. Например, Вечный Лес имеет большой запас пространственных кристаллов и немало людей с редкой пространственной энергией. Эти сокровища в Вечном Лесу не будут использоваться даже через 100 лет, но они несравненно ценны для Комитета чудотворной торговли. Если эльфийский король одолжит их с помощью предоставленной нами пространственной технологии, мы сможем создать большое количество транспортных башен и космических складов в лесу, создавая необычайный актив.
Разве это не было бы беспроигрышной ситуацией для нас обоих? Глаза эльфийского короля загорелись. Как сказал Чутянь, обе стороны получили бы большую пользу. Хранилище эльфов было просто складом. В конце концов, эти ресурсы не использовались для производства чего-либо. Хотя у Комитета чудотворной торговли было большое количество продуктов и технологий, без достаточного влияния и опыта они не смогли бы продолжить развиваться в лесу. В этой ситуации, если обе стороны будут работать вместе, разве они не получат лишь выгоды? Вивиан громко крикнула: «Эта идея великолепна! Королевский отец, давай сделаем это. У эльфов много талантов, которые простаивают без дела, как насчет того, чтобы позволить им работать с городом чудес». Чутянь увидел, что сердце эльфийского короля было тронуто, поэтому он ударил, пока железо было горячим. Они могут показать свою ценность и принести пользу всей расе эльфов. Тогда, каких людей ты хочешь? Пока они способны и талантливы, мы с радостью примем их. Например, мастера рун или люди со знаниями в алхимии. Помимо этого, особые таланты, такие как с пространственной энергией, духовной энергией или жизненной энергией. Чем больше, тем лучше, я хочу их всех. Твой аппетит слишком велик. У эльфов много экспертов, и большинство из них хорошо известны. Если совет эльфов узнает об этом и отклонит это предложение, этот вопрос будет нелегко решить. Чутянь пожал плечами. Все зависит от методов эльфийского короля. Я верю, что все, что делает эльфийский король, войдет в историю. Как самый важный реформатор в клане эльфов, почему вы заботитесь об этих препятствиях? Король должен иметь смелость и агрессию короля. Эльфийский король тихо фыркнул. Звучит так, словно это очень просто. Основываясь на помощи эльфийского короля, я честен в сотрудничестве с Вечным лесом. Если король эльфов не может сделать даже что-то подобное, для меня лучше будет найти лорда драконов, чтобы сотрудничать с ним. Чутянь протянул руку в безразличном вопросе. Ресурсы лорда драконов не уступают Вечному лесу, и лорд драконов точно не устоит перед таким способом зарабатывания денег. Старший брат Чутянь, не надо. Вивиан крикнула в тревоге, особенно когда услышала, что Чутянь готов сотрудничать с этим черным драконом. Она очень волновалась. Эти старики больше не смогут нам помешать. О чем эта глупая девушка беспокоилась? Только половина слов этого парня была правдой. Если бы он работал с повелителем драконов, он уже мог представить его потери. Сотрудничество зависело от силы, и зная, насколько слабым был город чудес, как драконий хребет мог обсуждать с ними справедливые условия. Весь лес знает, что жадность черного дракона, также крыло смерти жаждал город чудес, так что не было ли это сотрудничество в принципе невозможным? Город чудес решил сотрудничать с Вечным лесом, потому что они могли сотрудничать только с Вечным лесом. Хорошо, хорошо, тебе не нужно провоцировать меня. Эльфийский король сказал Чутяню: давай сначала послушаем план. Эльфы достанут нам пространственные кристаллы, чтобы построить транспортные башни, и мы построим транспортную систему в лесу. Кроме того, эльфы отправят столько специалистов с пространственной энергией, сколько смогут в город чудес. Вивиан возглавит их в создании космических складов и формировании логистической сети. Эльфы также должны поддерживать здания связи города чудес в эльфийских городах и вокруг эльфийских городов. Логистика, поток людей и информационный транспорт. Это было основой развития. Это не проблема. Эльфийский король кивнул. Как мы можем разделить доходы от транспортных башен и космических складов? Комитет чудотворной торговли 80%, Вечный лес 20%. Кроме того, эльфы могут только использовать и поддерживать их, они не могут их контролировать. Это уже слишком. Лицо короля эльфов изменилось, но он не разозлился благодаря хорошему самоконтролю. Вечный лес получит только 20% после всех их усилий. Тебе не кажется, что комитет чудотворной торговли получит слишком большую пользу? Чутянь имел искреннюю внешность. Вы должны знать, что даже если пространственные кристаллы драгоценны, это не значит, что комитет чудотворной торговли не может купить их с нашими каналами в разных королевствах. Помимо предоставления базовой технологии, комитет чудотворной торговли также предоставит звездное око и умный мозг для управления, которые незаменимы. Вы не должны забывать, что без поддержки эльфов комитету чудотворной торговли будет трудно развиваться в лесу хаоса. Без поддержки и разрешения Вечного леса вы не сможете развиваться на территории эльфов, не так ли? Эльфийский король сказал: 60/40. Эльфы сделали достаточно уступок, и мы надеемся, что комитет чудотворной торговли сможет сделать то же самое. Чутянь случайно покачал головой. Ваше Величество, эльфийский король, с точки зрения необходимости, эльфы зависят от города чудес. Если бы не город чудес, кто знает, когда сможет произойти ваш толчок к реформам. Что касается комитета чудотворной торговли. С защитой триантов мы можем успокоиться и медленно расширяться наружу.
Если мы столкнемся с плохой ситуацией, Комитет чудотворной торговли всегда может отказаться от города чудес. С нашей командой и технологиями мы все еще не сможем расшириться на континенте. Поэтому у нас нет причин идти на уступки. Эльфийский король снова сдался с хмурыми бровями. 70/30. Чутянь по-прежнему не двигался. Ваше Величество, эльфийский король должен подумать об этом. Действительно ли это нужно Вечному лесу и эльфам? Неправильно, совершенно неправильно. После нашего сотрудничества эльфы получат доступ к технологиям транспортных башен и космических складов. Вы должны понимать, что дополнительные преимущества этих технологий более ценны, чем прямые выгоды. Дополнительные преимущества относятся к преимуществам использования транспортных башен и космических складов. Преимущества использования относятся к прямым правам на использование транспортной башни и космического склада. Например, если транспортная башня может телепортировать 100 человек в день, эльфы будут иметь право на 20 позиций. Эльфы могут использовать транспортную башню 20 раз напрямую, если они следуют процедурам. То же самое и с космическими складами. Как сказал Чутянь, прямые выгоды от транспортных башен и космических складов не были важны для эльфов. Что было действительно привлекательным, так это развитие эльфийских городов, преодоление барьеров, которые эльфы создавали на протяжении бесчисленных лет. Чутянь рассчитал, что эльфийский король не откажется, поэтому он дал такое суровое условие. Город чудес не позволит посторонним использовать эти ключевые технологии слишком часто. 20% уже были нижней строкой Чутяня, он не мог добавить больше. Эльфийский король видел, что он не сможет убедить этого парня, поэтому он мог лишь беспомощно вздохнуть. «Хорошо, у меня есть одно условие. Развитие должно быть сосредоточено в первую очередь на эльфийских областях, и только после того, как эльфийские области будут разработаны, мы сможем использовать дополнительные ресурсы для развития окружающих областей. Кроме этого, мы построим эльфийский маленький городок недалеко от города чудес, который, я надеюсь, пойдет на пользу города. Наконец, я надеюсь, что город чудес сможет снять запрет на некоторые продукты для эльфийского леса, такие как оружие изначальной энергии или умные мозги. Нет проблем. 3 крупные державы внимательно следили за городом чудес, поэтому, кроме эльфийских контролируемых областей, они не могли развиваться в других местах. Сначала они объединят город чудес с эльфами, и еще не поздно будет расшириться после того, как они станут сильнее. Эльфийский король подписал контракт с городом чудес. Город чудес добавит еще 10 транспортных башен и 50 космических складов в контролируемые эльфами в области леса хаоса. Они также увеличили бы их зону покрытия в 30 раз, добавив 100 арен, тренировочных площадей, торговых центров и ресторанов в этих районах. Основной областью управляли эльфы, поэтому ресурсы и рабочая сила будут исходить от эльфов. Сторона Комитета чудотворной торговли позволила бы Вечному лесу сформировать небольшой город с 10 тысячами эльфов на маленькой горе. Маленький город платит налоги в город чудес, но не контролируется городом чудес. Более того, город чудес предоставит эльфам некоторые специальные продукты, такие как оружие изначальной энергии и умные мозги. Даже если эльфийский король не упомянул об этом, в будущем Комитет чудотворной торговли откроет продажи. В конце концов, у этих вещей не было маленьких цен, после того, как эльфийский король получил эти условия от Чутяня, не зная, как он обошел эльфийский совет, первая партия из нескольких тысяч элитных элит Вечного леса была отправлена в эльфийский маленький город, включая несколько сотен талантов, которые хотел Чутянь. Все шло гладко, Комитет чудотворной торговли тесно сотрудничал с Вечным лесом и использовал силу эльфов для расширения. Влияние Комитета чудотворной торговли было бы беспрецедентно сильным в лесу хаоса, однако, пока Чутянь был занят, придумывая условия с Вечным лесом. Срочная новость пришла со стороны великой страны Чжоу. Глава 499. Биохимическое оружие. В новостях из великой страны Чжоу говорилось о том, что Чэнь Бинву, Индух и их группа столкнулись с другими 5 духовными горами. Хотя ситуация была напряженной, ни одна из сторон не начала войну. В это время Йода нашел руины королевской семьи великого Чжоу и отправился вместе с остальными исследовать их. Что могло произойти? На самом деле, когда они шли к руинам, Йода почувствовал опасное предчувствие. Вы знаете, что способности пророка-друидов очень особенные, и поскольку он мог почувствовать опасность, это означало, что это было чрезвычайно опасно. Поэтому Йода заранее приготовился. Если он не вернется в течение 3 дней, секта Черной Луны должна связаться с нами. Сколько дней прошло? Мы потеряли контакт 5 дней назад. 5 дней. Что там происходит? Мэн Цинву сжала брови, и ее лицо слегка сфокусировалось, когда она сказала обеспокоенным голосом. Глядя на ситуацию на этой стране, как только группа еды покинула небесные горы Ин, люди секты сразу же попали в засаду и их преследовали.
Секта Черной Луны была окружена 5 другими сектами и сражалась в течение нескольких дней. Также из-за хаоса на нашей стороне новость была получена только сегодня. С ними могло что-нибудь случиться? Я думаю, что это маловероятно. Они все еще могут сбежать с помощью транспортного свитка, поэтому что-то должно быть удерживает их в ловушке. Однако это действительно странно. Йода — эксперт преобразования души, и в великой стране Джоу не должно быть много экспертов, способных его подавить. Чутянь подумал над этим несколько секунд. Этот вопрос немного странный. Пусть Наньгун быстро соберет людей, я лично отправлюсь посмотреть. Город чудес в последнее время был очень занят. Им нужно было не только контролировать другие 3 державы, но и ускорить сотрудничество с эльфами. Однако им нужно было посетить великую страну Чжоу, поэтому Чутянь мог только передать все это Мэн Цинву. К счастью, Мэн Цинву была очень эффективна, и в городе было все больше и больше умных мозгов, поэтому проблем быть не должно. Когда Наньгун Юнь услышала, что намечается битва, она сразу же привела несколько десятков человек. Все эти люди были на 3-м уровне истинного духа или выше, все они были главными экспертами города чудес. Чутянь также привел маленькую лису, которая была поймана на воровстве еды из сада. Они больше ничего не говорили, пока не телепортировались в великую страну Джоу. Когда бесконечный Ин увидел группу Чутяня, он взволнованно подошел. «Почему вы здесь только сейчас?» Мастер секты исчез на целых 5 дней. Небесная гора Ин также была окружена в течение 5 дней, мы не можем больше держаться. Извините, извините. Чутянь мог только махнуть рукой. У города чудес были некоторые проблемы, и мы только что получили новости. Ничего не случится с Индухом, сначала расскажи мне нынешнюю ситуацию. Чутянь оглянулся и увидел, что с небесными горами Инь произошли довольно большие изменения. На окружающих горных вершинах были большие дыры от ожесточенных сражений. Здание у входа уже было разрушено, и по всей площади были следы, как будто произошло землетрясение. Были некоторые следы, которые были оставлены недавно, и все еще имели пламя и дым, плавающий вокруг. Черт, что здесь произошло? У бесконечного Инь было депрессивное выражение, когда он рассказывал историю. После того, как секта Черной Луны решила поддержать королевскую семью Великого Джоу, нас встретило противодействие других сект. Этого и следовало ожидать, и секта Черной Луны могла бы использовать отношения в несколько сотен лет, чтобы привлечь 1 или 2 из 5 великих сект, чтобы поддержать нас, избегая такого рода битв. Тогда почему все дошло до этого? Мы также не знаем, что случилось. Сражений не было, и пророк вашего города чудес нашел руины. Когда они покинули небесные горы Инь для исследования руин, предупреждений не было вообще. На лицо бесконечного Инь было очень уродливо смотреть. 5 великих сект внезапно собрались вместе, чтобы напасть на небесную гору Инь. Если бы не защитная цепь небесной горы Инь, нас бы уже взорвали. Так стало всего за несколько дней. Наньгун Юнь посмотрела с презрением. А как насчет тысячелетнего унаследованного защитного массива вашей небесной горы Инь? Может быть, это не что иное, как бумага? Не говори глупостей. Бесконечные Инь и старейшины секты Черной Луны были переполнены гневом. Черт, если бы не вы, люди, как небесные горы Инь могли обидеть 5 других духовных гор одновременно? Если бы не помощь этой чертовой реформы королевской семьи, секта Черной Луны не выглядела бы так. Лицо бесконечного Инь утонуло, когда он объяснил, во время этой битвы мы обнаружили некоторые отклонения. 5 великих сект имеют большое количество обученных демонов, что является редкой формой борьбы для великой страны Чжоу. Кроме того, у них есть много видов демонов, которые не являются родными для великой страны Чжоу. Кроме того, среди них было много загадочных экспертов. Какие эксперты? Мы не можем быть уверены. Единственное, что мы подтвердили, это то, что этих экспертов никто раньше никогда не видел, потому что, будь то их стиль или техника, они не принадлежат великой стране Джоу. У 6 гор Великой Джоу были эксперты, подобные облакам, и эти эксперты были очень хорошо известны. Даже если бы они не сражались с ними раньше, они знали бы стиль другой страны, чтобы они могли узнать их, если увидят их. Однако стили этих таинственных людей не были похожи на стили великой страны Чжоу, поэтому они не были обычными экспертами великой страны Чжоу. Выражение бесконечного Инь стало уродливым. Последняя волна атак только что закончилась, и если мои догадки не ошибаются, их следующая волна атак скоро прибудет. Так скоро. Чутянь похлопал маленькую белую лису по плечу. «Маленькая лиса, иди и посмотри, какое у них прошлое». Когда она проснулась, лиса посмотрела на лагерь культиваторов за пределами небесной горы Инь. Всего было 500 000 человек, и большинство из них были элитами из больших сект. Когда лиса посмотрела в центр, лиса вдруг что-то нашла, и она подняла коготь, чтобы обозначить голодного волка. Что?
Ты говоришь, что они духовные звери. Маленькая лиса слегка кивнула. Наньгун Юнь удивленно сказала: разве великая страна Джоу не является человеческим царством? Я никогда не слышала о появлении здесь духовных зверей. Это не странно. Великая страна Джоу соединена с царством Орлиного захоронения на севере, с равнинами боевых гончих на северо-западе, а на юге находится лес хаоса, духовные звери могут идти со всех сторон, поэтому не странно видеть духовных зверей в великой стране Джоу. Однако Чутянь прищурился и сказал: эти духовные звери явно не из леса, и они не являются остатками с равнины гончих. Наньгун Юнь выпалила: люди царства Орлиного захоронения. Чутянь кивнул: скорее всего, это они. Я никогда не думал, что щупальца царства Орлиного захоронения распространились дальше, чем мы себе представляли. Если речь идет о царстве Орлиного захоронения, ситуация в великой стране Джоу будет более сложной. Что нам делать? Что еще мы можем сделать? Поговорим после того, как позаботимся о людях под горой. Когда бесконечный Ин услышал слова Чутяня, произнесенные так же небрежно, как питье воды, он не мог не выразить недоверие. Ты с ума сошел. Это элиты 5 великих сект, и уже достаточно сложно защищаться от них, не говоря уже о том, чтобы позаботиться о них. Чего расшумелся? Наньгун Юнь разозлилась и ответила: если босс говорит, что это возможно, это возможно. Заткнись, или эта старушка будет бить тебя, пока ты не будешь парализован. С яростным характером Наньгун Юнь, если она сказала что-то, то она действительно это сделает. Бесконечный Ин чувствовал, что сила этой пламенной девушки была даже выше, чем у Чэнь Бинву. Бесконечный Ин не был ее соперником, не говоря уже о том, что Наньгун Юнь привела с собой нескольких маленьких братьев, которые были экспертами в городе чудес. Люди должны были склонить головы, когда сталкивались с кем-то сильнее. Босс, как нам позаботиться о них? Эти люди имеют огромное преимущество по сравнению с небесными горами Ин, поэтому они очень расслаблены, размещая всех своих людей в долине. Наньгун, пусть Ин приготовит некоторые вещи, нам нужно немедленно их использовать. Через 2 часа Чутянь вынул 5 комплектов оружия изначальной энергии из космического склада. Когда все они были соединены, они образовали 5 ракетных пусковых установок. Раньше у Комитета чудотворной торговли уже были ракеты, но эти ракеты были очень низкого уровня, совершенно отличающиеся от тех, что сейчас. Босс, панель управления готова. Наньгун Юнь стояла перед панелью, окружённой черными ящиками. Это были матрицы изначальной энергии, а сама панель представляла собой миниатюрный радар нежити. Активировать умный мозг, активировать панель управления. Да. Умный мозг проснулся и сразу же сказал: «Здравствуйте, господин городской лорд, я умный мозг номер 3, в основном отвечающий за управление оружием. Чем я могу служить вам?» Чутянь указал на плотные знаки жизненной энергии в долине. «Используй ракеты «Змеиный Скорпион», пускай они почувствуют их вкус». Приказ принят. Расстояние 56 тысяч километров, на данный момент рассчитывается лучшая траектория. Закончено. Производится выстрел биохимическими ядовитыми ракетами «Змеиный Скорпион». 5 пусковых установок начали настраиваться, останавливаясь через 3-4 секунды. Внезапно вся ракетная установка затряслась, когда каждая пусковая установка выпустила 5-6 длинных и тонких ракет. Эти ракеты пришли из Великой Летней страны. У Зеленого хребта Великой Летней страны каждый год происходило нашествие змеиных скорпионов, даже Чутянь понес большие потери с Чэнь Бинву. Однако впоследствии исследователи из Комитета чудотворной торговли обнаружили, что яд змеиного скорпиона-зверя был сильным парализующим ядом, который мог быстро распространяться по большой территории, парализуя тело всех воинов. Поэтому исследователи собрали большое количество этого яда. Сначала они добавили в яд змеиного скорпиона множество сильных ядовитых ядов, а затем превратили этот яд в жидкость высокой плотности. Наконец они спрессовали его в ракеты, образуя биохимическое оружие. Способ изготовления оружия имел низкую стоимость и был относительно простым. Единственный недостаток заключался в том, что было легко случайно навредить себе, потому что компактный яд этих змеиных скорпионов был очень легко распространяемый. После попадания ракеты в группу она мгновенно разлетелась на 1000 метров, что приведет к отравлению всех людей в этом районе. До того, как умный мозг управлял пусковыми установками, этот вид оружия не мог использоваться. Сегодня было первое испытание для этого оружия. Глава 500. Культиваторы 5 гор. Становилось поздно, уже наступали сумерки. Культиваторы 5 гор готовились к очередной атаке. Массив секты Черной Луны уже заметно ослабел после нескольких раундов, но Небесная гора Инь быстро восстановится в течение ночи. Итак, нам нужно прорваться через секту Черной Луны, прежде чем стемнеет.
Секта Небесного Меча и религия Черной Черепахи возглавят атаку. Секта Божественного Механизма будет отвечать за трупный яд Небесной горы Инь. Пещера Духов Пустоты будет отвечать за разрушение формирования. Долина Короля Медицины будет отвечать за поддержку. Есть мнение. Нет проблем. 6 великих сект Великого Джоу были сектой Небесного Меча, сектой Божественного Механизма, сектой Черной Луны, религией Черной Черепахи, пещерой Духов Пустоты и долиной Короля Медицины. У каждой секты было свое наследие. Секта Небесного Меча имела самое древнее и сильное наследие, самую сильную технику культивирования атакующего меча. Секта Божественного Механизма преуспела в марионеточных техниках, в секте Черной Луны были злые методы очищения трупов, религия Черной Черепахи имела шокирующие физические тела, пещера Духов Пустоты была искусна во множестве методов и очищений, а долина Короля Медицины обладала пиковыми навыками алхимии. Может ли секта Черной Луны противостоять экспертам 5 сект, объединившихся вместе? Мастер секты Божественного Механизма был одет как железное ведро, не показывая ни единого дюйма кожи. Не было видно, как он выглядел, но, судя по его фигуре, он должен был быть высоким и крепким мужчиной. У этого мастера секты было несколько десятков человек, сидящих рядом, каждый в одинаковой одежде, и все они были похожи на железные ведра. Этого человека звали Юань Джиннань, и он находился во втором слое истинного духа. В остальных 5 сектах это считается уровнем старейшины. В секте Божественного Механизма было мало экспертов истинного духа, поэтому они были самыми слабыми из 6 сект на поверхности, но никто не мог смотреть свысока на них. В таком важном бою, куда пропал ваш мастер секты Небесного Меча? Юань Чжэннань посмотрел на людей секты Небесного Меча и сказал, можно ли положиться на эту группу иностранцев? Люди секты Небесного Меча были одеты как стандартные культиваторы меча. У каждого был меч на спине, и они были одеты в синие или белые одежды. Их лидер был культиватором меча среднего возраста, ему было около 40 лет. Его глаза словно искрились молниями и имели необычную остроту. Это был вице-мастер секты Небесного Меча Лин Ин, мастер секты Долины Медицины Вэн Тиньюнь, мастер пещеры Духов Пустоты Гу Линьшань и мастер секты религии Черной Черепахи Цзин Куй. Все они были уважаемыми персонажами в великой стране Чжоу, и все они в настоящее время собрались здесь. Однако мастера секты Небесного Меча здесь не было. Мастер секты Юань не должен волноваться. Мы окружили секту Черной Луны, но кто тогда будет охотиться на остатки предыдущего поколения? Мастер секты имеет самые глубокие отношения с семьей Чэнь, поэтому, конечно, он должен лично позаботиться об этом. Заместитель секты Небесного Меча Лин Ин покачал головой и сказал, что касается этих иностранных посвященных секты Небесного Меча, все уже видели их силу. Если бы не помощь этих экспертов, как можно было бы так легко атаковать секту Черной Луны? В самом деле, все эти иностранные эксперты были очень сильны. Мастер секты Духов Пустоты Гу Линьшань был маленьким стариком, который в настоящее время смотрел на безмольных замаскированных фигур позади Лин Ин с глазами ужасного страха. Ваша секта Небесного Меча не слаба, и вы приобрели немало иностранных последователей. Согласно нашему соглашению, после разрушения секты Черной Луны добычу получат наши 4 секты. Надеюсь, секта Небесного Меча не нарушит свое обещание. Ха. Лин Фэн начал смеяться. Пещерный мастер слишком беспокоится, секта Небесного Меча обязательно выполнит свое обещание. Секта Небесного Меча не хочет ничего в секте Черной Луны. Другие лидеры сект не могли сдержать вздох облегчения. Секта Небесного Меча была лидером 6 великих духовных гор Чжоу. Они были уже очень сильны, и они наняли много иностранных экспертов в последние годы. Этот импульс уже заставил другие секты быть бдительными. Это хорошо. Эта секта Небесного Меча знает, как быть тактичной. Казалось, они знали о последствиях слишком быстрого роста. Они воспользовались ошибкой секты Черной Луны и странным образом решили проблемы с объединением других 4 сил, чтобы атаковать секту Черной Луны. Их секта Небесного Меча не взяла бы ничего, и большая часть добычи будет разделена на остальные 4 силы, стабилизируя баланс сил великой страны Чжоу. Когда все согласились со стратегией. Совершенствующиеся собрались вместе. Когда они не ожидали, что что-то случится, вокруг бассейна появилось несколько фигур. Ведущей была огненная фигура, покрытая рунами, нападающая прямо на группу людей. Хонг, саморазрушающийся труп, создал взрыв, и 1000 трупов инь прыгнули в долину. Секта Черной Луны устроила засаду. Культиваторы 5 сект не ожидали, что секта Черной Луны начнет контратаку, поэтому их защита была разбросана. Засада секты Черной Луны прибыла в нужное время, выбирая момент, когда их защита была самой слабой, заставляя их впасть в хаос. Юань Чжэннань с удивлением сказал, люди с Небесной горы Ин сошли с ума? Они не используют массив, а отправляют себя на смерть? Начинайте атаку. Уничтожьте их.
Когда культиваторы 5 гор отреагировали, у них не было времени атаковать, когда над долиной появилось несколько объектов с белыми огненными хвостами. В настоящее время они летели на культиваторов с максимальной скоростью. Что это за вещи? Кому это интересно? Сбейте их. Эксперты секты Небесного Меча достали свои мечи. Хотя ракеты были быстрыми, они не могли быть быстрее, чем культиваторы Меча Истинного Духа. Бах! Раздалось несколько взрывов, несколько волн ракет были взорваны над долиной. Наньгун Юнь увидела это на расстоянии и сказала голосом, полным сожаления: «Чёрт, ни одного попадания». Технологии Комитета чудотворной торговли росли день ото дня, они совершенствовали радар, суперкомпьютер и мощность используемой энергии. Добавляя контроль умного мозга, ракеты имеют высокий шанс поражения даже на расстоянии нескольких сотен миль. Однако недостаток оружия был также очевиден, потому что само оружие было слишком легко уничтожить. Культиваторы Истинного Духа могут преодолеть звуковой барьер, даже двигаясь в 3-4 раза быстрее скорости звука. Поэтому, чтобы хотеть убить экспертов Истинного Духа ракетами, они должны были двигаться как минимум в 5 раз быстрее, чем скорость звука. Эти ракеты двигались только в 2 раза быстрее звука, и они встретили культиваторов мечей, которые могли использовать летающие мечи, так что это не было странно, что их сбили. Не волнуйся, Чутянь был спокоен, ракетам Змеиный Скорпион не нужны взрывы, чтобы иметь дело с врагами. Около 100 ракет Змеиных Скорпионов были сбиты над долиной. Из-за хаоса в долине, когда культиваторы 5 гор имели дело с засадой секты Черной Луны, они не заметили, что когда взорвались эти ракеты, из них вышел концентрированный яд. Твердый яд быстро таял от высокотемпературного взрыва, а затем развивался сильным потоком воздуха. Яд был бесформенным и невидимым для невооруженного глаза. Он двигался быстро и вскоре заполнил всю долину. Ах! Осторожно! Здесь яд! Культиваторы кричали в шоке. Яд Змеиного Скорпиона был сильным ядом с быстрыми эффектами. Когда они это заметили, было уже слишком поздно. Чэнь Бинву была почти уничтожена этим ядом, не говоря уже о том, что Комитет чудотворной торговли уже усилил его. Культиваторы 5 гор были в основном в царстве пробужденной души. Как они могли защититься от этого вида биохимического оружия, было уже слишком поздно, когда эти люди отреагировали. Вся долина была отравлена. Быстро! Отступайте! Мастера и старейшины 5 сект отводили своих учеников, но трупы секты Черной Луны следовали за ними. На каждую секунду, когда они задерживались, было несколько тысяч совершенствующихся, которые теряли свою силу. Вся долина была наполнена хаосом, рано или поздно они будут уничтожены. Это главная боевая сила великой страны Чжоу. Действительно слабая. Наньгун Юнь думала, что это будет великий бой, но одна сторона пала в начале битвы. Это было слишком скучно. Чутянь покачал головой. Великая страна Чжоу все еще большое королевство. 6 духовных гор — это главная сила великой страны Чжоу, они не рухнут за одну атаку. Как будто в подтверждение его слов, как только он закончил, случилось нечто странное. Бесчисленные черные фигуры вылетели, как саранча, быстро вылетая из долины. Наньгун Юнь была шокирована. Что это за монстры? Эта группа летающих вещей выглядела очень странно. Некоторые были такими же большими, как слоны, а некоторые очень маленькими. Большинство из них были в форме гигантских обезьян и мантий. Каждый из них светился и был покрыт большим количеством светящихся рун. Были громкие звуки, исходящие из крыльев, приделанные к их спинам. Это механическая броня, построенная с использованием механической техники. Она может летать по небу, сверлить землю и перемещаться по воде, а также иметь всевозможные ограничения и массивы. Неудивительно, что на них не действует яд. Чутянь потер подбородок. Неплохо, их достижения в области механики выше, чем я себе представлял. Это способность Тонг Сяюй. Наньгун Юнь была очень удивлена. Мы не можем найти такого количества людей в великой летней стране, но в великой стране Чжоу их так много. Это были механические мастера секты божественного механизма. Несмотря на то, что механическая техника была небольшой отраслью техники, специалисты по механической технике были одним из талантов, которых больше всего не хватало в Комитете чудотворной торговли. Комитет чудотворной торговли уже накопил достаточно технологий. Чутянь хотел разработать крупномасштабное оружие, дирижабли и крепости, ему нужно большое количество механических мастеров в данный момент. Комитет чудотворной торговли имел дефицит мастеров-механиков, их было всего несколько сотен. Как этого может быть достаточно? Секта божественного механизма имела десятки тысяч мастеров-механиков. Если бы Чутянь мог контролировать великую страну Чжоу, он мог бы позаимствовать большое количество мастеров-механиков, богатых опытом. Таланты Комитета чудотворной торговли увеличатся в несколько сотен раз, и это значительно увеличит их планы на будущее. Это сделало решимость Чутяня уничтожить великую страну Чжоу еще сильнее,
После того, как механические мастеры избежали атаки, некоторые люди из других сект также выбрались, причем многие из них были из Долины Короля Медицины. Долина Короля Медицины была искусна в алхимии, поэтому у них были различные быстродействующие противоядия, которые позволили им противостоять яду змеиного скорпиона. Эти люди быстро собрались, чтобы дать отпор. Как мог Чутянь позволить им добиться успеха? Подготовьте пушки изначальной энергии и мощные ракеты. Я хочу посмотреть, сможет ли их панцирь черепахи заблокировать оружие Комитета чудотворной торговли. Ракетные установки снова были загружены ракетами. Несколько десятков тяжелых энергетических пушек были разбросаны по разным позициям. Чутянь отдал приказ, и началась ужасающая бомбежка. Великая страна Чжоу никогда раньше не сражалась с Комитетом чудотворной торговли и не знала об их оружии. Через космический склад было отправлено не так много оружия, но этого было достаточно, чтобы дать им урок, который они никогда не смогут забыть.